Привет-привет! Это новый выпуск «Астрология простыми словами». Снова решила вам записать прикоротенькое, но, надеюсь, полезное видео. Видео будет о том, как выходить из кризиса, как выходить из стресса, исходя из данных вашей натальной карты. Мы не будем уходить сегодня глубоко, потому что, чтобы разобрать тему стресса именно для конкретного человека, нужно смотреть его натальную карту, о чем я всегда люблю говорить. Нужно смотреть на индивидуальные показатели, на то, как и что расположено именно у этого человека конкретного в натальной карте. У меня уже было видео про Марс, но Марс мы рассматривали с точки зрения самца мечты и того образа мужчины, который сидит у каждой женщины в голове. А сегодня я скажу про Марс с точки зрения выхода из кризиса, потому что за это тоже отвечает Марс. Как правильно читать свою натальную карту и как правильно найти тот же самый Марс, об этом было самое последнее видео. Смотрите, можете увеличить скорость, чтобы быстрее посмотреть, но там все очень наглядно и доступно. Итак, для сегодняшнего понимания вам нужно найти Марс, опять же, в своей натальной карте, и посмотреть, в каком доме он у вас стоит. От этого мы будем смотреть, как же проще вам выходить из кризиса, чем вы можете себе помочь. Если ваш Марс попал в первый дом, это значит, когда вам плохо, когда у вас депрессия или стресс, идите занимайтесь спортом. В вашем случае выход из этого ужасного состояния через физическую нагрузку. Не знаю, почистите снег во дворе с лопатой, разгрузите машину с чем-то, помогите там переехать кому-то, перетащить шкаф, диван. Просто сходите в фитнес, вам точно полегчает. Если ваш Марс попал во второй дом, то тут немножко все про материальное. Идеально сходить себя чем-то порадовать, купить себе какой-то подарок, по возможности достаточно дорогой. Можно еще сводить себя в ресторан. Минимально можно приготовить что-то вкусное, красивое дома. Если ваш Марс попал в третий дом, то тут, какая бы кризисная ситуация с вами ни случилась, осваивайте новый навык. Нет денег, нет сил, нет настроения, думайте, ага, что я еще не умею, чем я могу еще помочь себе, чтобы вытащить себя из этой ситуации. Освойте новую профессию, освойте новое какое-то умение, погрузитесь в учебный процесс. Это вас должно обязательно вытянуть. Ну и еще для Марса в третьем доме хороша езда на автомобиле. Как правило, все третьедомники любят ездить на машине, и это их тоже как-то расслабляет. Если ваш Марс попал в четвертый дом, то тут у нас все про близких, про родных, про любимых. Соберите друзей, близких самых, соберите самых-самых близких родственников, мама, папа, бабушка, поговорите по душам, устройте застолье, выпейте вкусного вина, пообщайтесь, прочувствуйте вот эту атмосферу душевности с самыми близкими людьми. Именно это вам должно помочь. Если ваш Марс попал в пятый дом, то тут очень хорошо по возможности поехать в какое-то новое место, в отпуск, в путешествие, либо пойти просто развлечься, отвлечься, сменить обстановку, выйти в какой-то бар, ресторан, клуб. Возможно, еще с таким положением Марса вас будет очень радовать и отвлекать общение с детьми. Если ваш Марс попал в шестой дом, тут у нас все про уборку, генералим, убираемся, разбираем свои завалы, выкидываем лишний хлам, смотрим, какие вещи отдать, то, что вы уже не носите, то, чем вы не пользуетесь. И еще очень хорошо заниматься здоровьем, пойти сдать анализы, я не знаю, пойти пройти какой-то профилактический осмотр. Все это вас тоже будет вытаскивать из тяжелого состояния. Если ваш Марс попал в седьмой дом, то при таком положении вас, скорее всего, будет радовать и выводить из своего вот этого состояния тоски, грусти и депрессии, общения и знакомства с новыми людьми. Еще как вариант просто побыть со своим супругом, супругой, то есть со своим близким человеком, со своим партнером, с которым вы проживаете.
Если ваш Марс попал в 8-й дом, то тут отлично проходить какие-то антикризисные тренинги, идти на какие-то бизнес-тренинги, на какие-то бизнес-форумы. Еще как вариант, если у вас есть такой интерес, погружаться в эзотерику, в магию, ну или как минимум сходить к психологу. Хотя я думаю, поход к психологу никому будет не лишним. Если ваш Марс попал в 9-й дом, то в кризисное время, в какой-то депрессивной, стрессовой ситуации идите учиться. Учиться надолго, получайте какое-то второе, третье, а может быть даже первое высшее образование. Также очень хорошо поехать в путешествие куда-нибудь далеко, куда-нибудь за границу, не близко. И еще хорошо, если у вас получится найти для себя какого-то гуру, ментора, наставника, человека, который вас будет направлять в этой ситуации. Если ваш Марс попал в 10-й дом, то здесь очень рекомендуется планировать и рассчитывать все свои шаги, все свои дальнейшие цели, дальнейшие действия. Сядьте и подумайте, что вы должны сделать для того, чтобы было лучше. И прям по пунктикам, прям буквально прописать. Из этого вам придет ответ. И так будет проще выходить из этой ситуации. Если ваш Марс попал в 11-й дом, это вариант для разговорчивых и для активных пользователей интернета. Ищите свою подобную ситуацию в интернете, на форумах, в чатах, в группах, в каналах. Смотрите, сравнивайте, делитесь с людьми, читайте их опыт, делитесь своим же опять. И за счет этого за счет проговаривания этих своих проблем вам станет значительно легче. Ну и Марс в 12-м доме – это самый такой глубокий с точки зрения внутреннего мира дом. И здесь Марс – это про обращение к высшим силам. Тут в зависимости от того, во что вы верите. Вы можете молиться, вы можете посетить какие-то места с очень сильной энергетикой, да, намоленные опять же какие-то, либо опять же погрузиться в эзотерику. В общем, прислушаться к себе и установить связь с космосом, что называется. Опять же, в зависимости от того, во что вы верите. Я надеюсь, вам это как-то поможет, и вы будете вспоминать об этом, когда вам будет не очень хорошо. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, подходят ли вам сегодняшние рекомендации, как вы сами на самом деле выходите из кризиса.